отрицательные свои эмоции, наверное, переработать в положительные, перестать гневаться. У нас как и язык. Yes. Okay, I forgot, so I couldn't remember. Я забыл, не мог вспомнить. I forgot what is the topic. So. Забыл. Thank you. So how to remove negative emotions? Yeah. То есть как преобразовать негативные эмоции? This is important to you or not? Это важно для вас или как? Yeah. Очень. Yeah. So first I want to share that negative emotions are a very good thing. И прежде всего я хотела бы поделиться, сказав вам, что негативные эмоции на самом деле это хорошая вещь. So why negative emotions are a good thing? Почему, как вы думаете, негативные эмоции это неплохо? Because negative emotions means we have forgotten who we are. Потому что негативные эмоции означают, что мы забыли, кто мы есть на самом деле. It is our soul telling us that something is wrong. Это то, что касается души. Вот это то, о чем мы забыли. It's just like if you have some pain in your head, right? Это, например, если у нас болит голова. What are you thinking? О чем вы думаете? How to sleep? Or maybe you'll be thinking, oh, something is wrong with my head. Но вы можете подумать, ну что-то с моей головой не то. Yeah. If you have pain in your body, Если вы you say, чувствуете oh, something боль в is wrong. теле, вы думаете, что что-то не то со мной. I need to go to doctor Мне нужно сходить к доктору. to get some diagnosis. Да, сделать диагностику. So in the same way, if we're not feeling peaceful, we're not feeling happy, we're not feeling blissful. И подобным образом, если мы не чувствуем умиротворения, да, если мы чувствуем счастье. This is our soul telling us something is wrong. Это таким образом наша душа говорит, что что-то не так. You need to go to doctor. Вам нужно сходить к доктору. So who is doctor then? Но кто доктор? So doctor is spiritual master. А доктор это духовный учитель. Doctor is spiritual master. Spiritual master is like the doctor for your soul. И духовный учитель это доктор вашей души. And so you go to doctor, what is wrong with me? И вы подходите к доктору, приходите к доктору и спрашиваете, Say, oh, look, что не так со мной? you've forgotten who you are. You've forgotten who you Тогда он are. говорит, ты знаешь, ты просто забыл, кто ты есть на самом деле. You've forgotten your relationship with God. Ты забыл свои отношения с Богом. You've forgotten who you really are as a spiritual divine being. Ты забыл, кем ты являешься на самом деле, вот, какова твоя божественная суть. So then doctor will give you some medicine. И тогда доктор даст вам таблетки. What is the medicine? Да, и что это будет за лекарство? So this medicine is the words of this from the spiritual world. И это лекарство, этим лекарством будут являться слова, которые снизойдут из духовного мира. So when they speak, they're not speaking from this world. Когда они не говорят, находясь в пространстве этого мира. They're speaking from the spiritual world. Они говорят из духовного мира. And this message is coming through them. And this is like medicine. Да, и вот это послание, оно приходит оттуда, и оно и есть. And this medicine removes all the ignorance. И вот это лекарство, оно убирает все невежество. And what is the ignorance? А что такое невежество? So ignorance is we've forgotten who we really are. А невежество и есть, что мы забыли, кто мы есть. And we've forgotten our relationship with the divine energy. И мы забыли о своих отношениях с божественной энергией. And we just focused all our energy in this material world. И мы сфокусированы лишь только на той энергии, которая является составляющей этого мира. Does that make sense? Понимаете? Yeah. So this anytime you're feeling like frustration, depression, sad, you should see this is a very good thing. Очень часто, тогда, когда мы ощущаем себя расстроенными, обескураженными, и, в общем, вот, когда мы грустим, мы должны понимать, что что-то не то, это на самом деле неплохо. Whatever you're doing, you just stop it. И что бы вы ни делали, тогда вы должны просто остановиться. And you take some time to remember who you are. И должны немножко повременить для того, чтобы вспомнить, кто вы
and say, okay, who am I? Кто я? This is the first in question of life. Who am I? Это на самом деле первый вопрос жизни. So you do some breathing. Нам следует подышать. You let go, relax your body. Да, расслабить свое тело. And then you just remember who I am. И просто вспомнить, кто я. So if I ask you, who are you? Если я спрошу, кто вы, What will you say? что вы скажете? Что вы Who am ответите? I? Не знаю. I am that I am. I am that I am. Yes, I am that I am. What does this mean, though? What does this mean? I am Что that это I am. означает? Да. What does it Ваш mean? ответ, что означает? That that our Lord, that the God is inside us. Я сказала, что это означает, что Господь внутри нас. Я есть то, что я есть. Вот, я есть то, что я есть. So yeah, actually, everything. The Lord is everywhere and in every place. At the beginning, He's the end. He's in the middle. Но на самом деле Господь действительно везде. Он и в начале, и в конце. Before the creation, God was there. Да, перед созданием Господь был. Before the material creation, Перед созданием This is the этого material материального creation. творения, да, Господь существовал. but there is also spiritual manifestation as well. Но есть также духовное проявление. The, this material creation is very small part of the spiritual manifestation is unlimited. Это материальное проявление всего лишь крохотная частичка этого духовного. It has no beginning and no end. It is everywhere. Да, и оно не имеет ни начала, ни конца, это есть, оно везде. And within that spiritual manifestation, there is a very small part of the spiritual manifestation called the material manifestation. И вот в этом не имеющем конца и начала, да, духовном проявлении, вот есть крохотная частица, то, что называется материальным It is миром. not even, you cannot even see it. It's so small within Оно the настолько мало, spiritual dimension. что вы даже не сможете вот увидеть его, по сути. It's like smaller than an atom. The material Оно manifestation. настолько мало по сравнению с духовным, да, миром, подобно атому. And within this material manifestation, there are multiple universes. А в этом материальном проявлении есть бесчисленные вселенные. And each one of these universes, some are very big universes, some are very small also Да, universes. есть большие вселенные, есть. This universe we're in is a very small universe. Да, и та вселенная, в которой мы пребываем, она очень мала. But there are universes much greater and bigger than this universe. Есть вселенная, которая гораздо больше, обширнее нашей. And within this universe, there are multiple planets and stars. И внутри этой вселенной многочисленные планеты, And звезды solar systems also. и солнечные системы. And then within this, we're in a very, very small solar system in this universe. Да, и то, где мы пребываем, это совсем небольшая, да, солнечная And then система. within this solar system, there's many planets also. И в пределах этой солнечной системы And также очень много разных Earth планет. planet is very small, И планета Земля like a- очень маленькая, like a small atom да, как вот тот самый атом, within this universe. да, внутри этой вселенной. And then within this Earth, there's many different countries. А на Земле много стран, You know, and there's some small countries, some big countries. большие страны, маленькие, And then within each country, there's also cities. а в каждой стране много Like городов. Astrakhan is one city within this country. Астрахань, It's a very small city within Russia. на самом деле небольшой город в Астрахани. And then within Astrakhan also there's a little, area, Zelenskaya. Да, и также в Астрахани, да, различные One road, it's здесь, very small. да, места, там какие-то If you look at дороги. Astrakhan, you look at Zelenskaya, this road is very small. Да, и в пределах Астрахани, вот эта улица Зеленгенская, на которой мы And находимся, then наша, within this road there's one house, small house. да, и на этой Зеленгенской есть небольшой дом. And then within this house is one room. И в этом доме есть комната. And then this room, this is this room. Вот та самая комната. And then within this room there's many different bodies also. И в этой комнате сейчас пребывает много разных тел. And within inside the body there is this Atma. Но внутри этих тел есть атма. And the Atma is 1/10,000th tip of a hair. А атма
это 1/10,000 So you кончика take волоса. one piece of hair, you cut it into 10,000 pieces. И если вы возьмете This is один the волос size of the Atma. и разделите его на 10 000 частей, It's very small. вот это размер атмы, который внутри нас. So this is I am. This is who I am. Это я сам. So we're this small living entity. Вот это маленький. So how can this small living entity have a relationship with the God? Да, ну как? God is so Как great. это такая крошечная частичка, да, как она может взаимодействовать с Богом. God is the creator of everything, all things. Господь- Everything is God's energy. Да, Господь создал все и вся, и все есть Его энергия. We are also God's energy И also. мы также энергия Господа. The material energy is also divine. И та энергия Господа – это божественная энергия. It's very special, this material energy. А это тоже очень особая материальная This энергия. is also the Lord's manifestation. Это тоже проявление Господа. This body is also the Lord's И наше тело manifestation. тоже проявление энергии Господа. It's very miraculous. Это на самом деле просто как подобное чуду. Every moment there is miracles around us. Every moment. На самом деле вокруг нас каждое мгновение You know, just look at this подобное чудо. human body. So you take one cell of this human body Вы можете взять одну лишь клетку and you look человеческого at it тела, with a powerful magnifying glass. да, и посмотреть под увеличительное You'll стекло. see it is so complicated and so И precise. И вы увидите, насколько она сложна, насколько она невероятна. Or you look at the atom, you look at the neutrons, the protons, И вы можете взять electrons на within the atom. атомы, эти электроны, как это сказали, протоны, да. You see, even one atom is so magical. Вы даже увидите, что один атом, да, но он исполнен просто чудо. So how can God, who is so great, have a relationship with me? I'm so small. И каким образом Господь, который настолько велик, как Он может взаимодействовать со мной? How is that possible? Как это возможно? Because he's too big, no? Он настолько большой, он Because he's too велик, big. он велик. Через молитву. No. Через сердце. Because God is the biggest of the big and also smallest of the small. Дело все в том, что Господь, Он больше великого и меньше самого малого. God, he's over there, and he's Господь over там there, и там, and he's everywhere, везде, and also within you. и также внутри нас. So he's so close to us because Он he's настолько, always close to us. настолько близок к нам, Он всегда близок. And if you are very quiet, И если вы спокойны, he will also speak to you also. Он также сможет разговаривать с вами. Every moment he's speaking, На самом деле, каждое мгновение Он говорит с вами, but we're not listening. но мы не слышим. So how do we listen? А как? Как услышать? Not with the mind. Не с помощью ума. We listen with our heart. Мы слышим благодаря сердцу. And today I want you to talk about one very important principle. И сегодня мне хотелось бы поговорить об одном очень важном, основополагающем принципе. This is called the principle of Sharanagati. Это принцип Шаранагати. So Sharanagati is a very beautiful thing. Шаранагати – это совершенно замечательная, прекрасная вещь. Sharanagati is the wealth of our soul. Шаранагати – это сокровище нашей души. This is your true, not money is not your wealth. Потому что на самом деле деньги Not, – это не истинное сокровище. not your health is not your wealth. И здоровье – это также не наше. You know, our real wealth is this Sharanagati. Вот. Истинное сокровище – это Шаранагати. So what is Sharanagati? Но что означает Шаранагати? Sharanagati is the most simple thing in the world. Шаранагати – это на самом деле очень простая вещь в мире. So Sharanagati means to let go, letting go. Шаранагати означает, что мы позволяем всему происходить. Let go of your intelligence, letting go of your own intelligence, И
И позволяем происходить процессы в нашем letting go of your own strength, и позволяем нашей силе проявляться. letting go of your own, anything you're holding on to, just letting go. Что бы ни происходило вокруг нас, мы позволяем этому Letting go. происходить. And then, like, this is the, how do you, Отпускаем. when you put your hands in the air like this, and this is called Saranagati, yeah? То есть, Okay, now, I let go. Да, когда мы поднимаем свои руки, и мы просто отпускаем все. Because we're always trying so hard, you know, I'm trying hard, I'll make it happen, I will do this, but this is not Saranagati. Потому что когда мы очень сильно стараемся настоять на своем, добиться чего-то, это не есть шаранагати. One time there was a competition. Однажды происходило соревнование. The wind god went to the sun god. Это The god of the wind and went to the god of the sun. ветра соревновался с богом солнца. So they said, I am more powerful than you. И каждый говорил, что я наиболее могущественный. Я Then the sun god said, no, I am more powerful than you. Да, ну и бог солнца отвечал бог ветра. Okay, let's see who was more powerful then. Ну хорошо, покажи мне свое могущество. So there was one man, he was walking in the road, and he had a jacket on. Да, и вот один человек, он шел по дороге, и на нем был жакет. So said, let's see who can make him take his jacket off. Да, и вот посмотри, как он сейчас снимет жакет. So then the wind started to blow. И ветер стал дуть. And the man, he took his jacket and he put it on more tight, like this. Да, и человек, он еще With the больше buttons запутался в этот жакет. And I said, okay. So then the sun came and he made it very, very warm, very, very hot. Да, и потом выглянуло солнце, и стало тепло, и потом And жарче. he took his jacket off. Да, и тогда он снял свой жакет. So this is like surrender. Это вот как раз-таки наше предание. We could try to use our force, we can try to, you know, make things happen, force things to happen. Мы очень часто заставляем каким-то вещам происходить, настаиваем на своем. But actually, when we let go and we surrender, Но тогда, когда мы отпускаем и пытаемся предаться, and we give up this resistance, stop pushing, то есть мы прекращаем вот такое наступление внутреннее. this is when miracles, they start to happen on their own. You don't have to, you will not know how did it happen, how is this possible. Да, и тогда вместо чуда What was so difficult is actually so easy when we surrender. Да, и когда мы предаемся, тогда самые сложные вещи становятся простыми для нас. Any questions? Какие-нибудь вопросы? Is this useful information? Will it help you? Для вас полезна эта информация, Yeah. которую я пытаюсь You can поделиться с apply вами? this. How will you apply this? How will you use it? Да, как вы сможете использовать ее? Ну, в минуты гнева будем стараться вспоминать слова Браджа и как-то принимать ситуацию. Ну, отпускать. Как бы не так вот суетиться, как мы обычно. Но это очень сложно. Для меня невозможно, если честно. We just sometimes we just have to take a moment to remove from yourself from the situation immediately. То есть иногда нам нужно просто время, чтобы отстраниться, немного отойти в сторону от And just ситуации. take 1 minute just to Хотя бы минутку, center yourself. да, прийти в чувство. Because otherwise, if the emotions sometimes take control, Потому что если эмоции входят из-под and if your контроля, emotions take control, then you cannot stop it. The Когда emotions are very strong. эмоции выходят из-под контроля, вам очень сложно действовать. Эмоции So, очень сильные. like my Guru Maharaj said, ever you feeling angry, you should go and drink some water. Мой Гуру Махарадж говорил, если ты рассердился, то попей воду. Просто делай несколько глотков воды. This is a very secret truth that Guru Dev is giving. Да, это вот такой небольшой секрет, который дал вам. Why? Почему? Because when we get angry, what do we do? Потому что, когда мы рассержены, как мы La, 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 la. начинаем говорить?
The tongue wants to speak some things. Like Да, и наш язык способен столько выдать. when you're drinking water, you cannot Да, но speak. когда вы пьете воду, вы не можете If you're разговаривать. drinking water, there's no words are coming out, right? Да, то есть во время So Gurudev said, just go, you drink some питья water, воды вы молчите, по and крайней мере. then it'll give you 1 minute to compose Это, yourself. по крайней мере, займет у вас минутку, чтобы собрать. And then in this moment, you do some breathing, И вы можете go for a подышать, walk, немножко выйти, прогуляться. because whenever we speak Потому что когда мы from говорим anger, из гнева, да, из состояния, we will always say something we regret. мы, несомненно, скажем то, за что потом будем переживать. Is it true or not? Это так. And then after you'll think, oh, why did I say, И потом why вы did I будете do this? думать, Oh, зачем you're я so сказала idiot. это? Какой же я идиот. And then not only that, but Не только you're это. also hurting this other person also. Да, вы прежде всего обидите человека. Несете ему. And especially if you're a mother, you know what I'm talking about. И особенно, если это будет ваша мама. Because you have to be very patient with children. Поэтому вам нужно быть очень также терпеливыми с детьми. But don't worry, it's okay. Но не беспокойтесь. This is also your duty to take care, and sometimes you have to correct also. Да, на самом деле это также наши обязанности. You have to guide Мам, them. And да, вести детей, support наказывать их, поддерживать, направлять. sometimes you have to say things also. И также заботиться о их сохранности, безопасности. Otherwise, they can go the wrong direction also. Иначе они пойдут не в том направлении. But not in anger. Но не с помощью гнева, It has to be done in love. из любви. Because if you speak in anger, you will say the wrong thing. Потому что если будете говорить из гнева, будете говорить не то, So you just что нужно. speak in love, but you Если still будете speak говорить also. да, из любви, тогда что-то может получиться. I'm also talking to myself as well. Like I remind myself of these things. Я также говорю, также мне приходится вспоминать какие-то вещи, которые были сделаны раньше. And any other question? Какие вопросы? Yeah. Да, у меня вопрос, я скажу, я объясню. В общем, вот в прошлом году я испытала очень сильный удар, и у меня была обида на одного человека, ну, на женщину одну. И получилось так, что я никак не могла вот эту ситуацию отпустить. У меня были уж простите, пожалуйста, подробности, но у меня были, не скрываю, вот этого разные способы как бы мести, потому что вот когда она меня обижала, я не могла ничего сказать. У меня там просто был ступор, там такая серьезная ситуация была, она была чуть ли не на государственном уровне. У меня был ступор, и я не могла ничего ответить. Вот. И получилось год я как бы с этой мыслью жила, но все в итоге хорошо там на глобальном уровне все свершилось, все решилось. Но ощущение мести вот у меня не покидало. Вот, я, конечно, знаю, что это, как Иисус учил, как вот Кришна учит прощать друг друга, как бы не держать зла, не мстить. У меня тоже это было, я, конечно, тоже хотела, как бы, у меня были разные идеи, мысли сделать ей, даже как будто мной вот кто-то руководил, сделать так и так и так, но меня как бы внутри что-то останавливало, не делай, потому что тебе все вернется бумерангом. И единственное, что недавно вот мне пришло в голову, это вот написать отзыв. Так, то есть единственный за отзыв никому ничего не будет. Так, единственный максимум, просто пострадает организация, компания, в которой она работает. Вот. Это все. Так что никакого ничего там, по сути, ее не уволят с работы. Единственное только что может быть заденет ее состояние и все. Вот я подумала и решила вот таким вот образом написать вот этот вот, можно сказать, негативный отзыв на одной из платформ. И я написала, конечно же, и мне стало легче.
Но сейчас мне стало гораздо легче. Вот, я говорю, вот так вот я когда-то получила боль, вот теперь вот это как бы состояние вот после моего отзыва, вот сейчас я почему-то какую-то легкость чувствую, благодать. И я думаю, наверное, это ненормально, потому что я вот, конечно, надо прощать, но у меня было, вот, я не могла вот это вот простить, и вот сейчас я простила только после того, как я написала отзыв. Извините, пожалуйста, такой рассказ. Да, и в чем вопрос? Я вот говорю, вот, ну, просто рассказала вот эту вот ситуацию, а вопрос в чем? Даже не знаю, как сформулировать вопрос. Нормально ли это? Злом на зло отвечать. Нормально ли почувствовать легче удовлетворение? Ну, потому что я говорю, я не стала сильно вот это вот, хотя были мысли, вот я могла это сделать, все, но я единственное, что говорит, не стала, чтобы никто так сильно не страдал, вот только вот она вот, то, что я испытала, вот. И сейчас стало легче, вот почему-то мне вот после этого стало легче, вот я даже не знаю. Легкость, обычно месте человек испытал легкость. Нормально ли это? Нормально ли это? Зло на зло. А может быть, это не месть. Может быть, это ее кармическая задача вот этой организации донести, что они в чем-то не правы. Обратная связь же всегда нужна. So you wrote in a diary, in a journal, or sharing it with us? Ну да, может быть, это других людей как-то безопасит в подобных ситуациях. So the question is like, is writing a good idea? Нормально ли Да, это? на английском попробуй сформулировать. Is it normal that I was abused last year? Is it normal that I written the negative words, the negative opinion? I wrote this negative opinion about that organization, and after my written opinion, I felt free and happy and everything is good. But before my revenge, I felt so sad, unhappy, and after I written this, I felt so happy, so free. Is it normal? But Krishna didn't taught us to revenge, but I could not cope with this. No, it's an interesting question. Это интересный вопрос. Very hard to answer also this question. Не так I think we will have to go to some special place for the answer for this. Я думаю, что нам нужно потом будет уединиться в особое место, чтобы все-таки я ответила. But I think you have to ask yourself. Я думаю, что вам нужно прежде всего спросить себя You also know самого. the answer to this question yourself. И услышать именно вот тот ответ из сердца, да, который вам идет. You know, because sometimes you have to speak the truth also. Потому что есть вещи, когда мы должны говорить Sometimes you истину. have to speak also. Мы должны говорить. So you look inside the Mahabharata, you see so many battles and curses and people trying to get revenge, and you'll see so many different pastimes you'll see within То есть мы можем Махабхарата. видеть, что происходит в Махабхарате, как много проклятий, как много нечестивых действий, да, какие баталии. And we know the story of Draupadi also. И мы также знаем историю о Драупаде. So Draupadi, she was the wife of the 5 Pandavas. Драупаде была супругой 5 пандавов. She was very elevated spiritual person. Она была очень возвышенной духовной личностью. She was a pure devotee of the Lord. Она была чистой преданной Господа. And one time there was a gambling match. И однажды происходила игра в кости. And in this gambling match, everything was lost. The brothers lost everything. The 5 brothers, and she was also lost. 5 братьев, они потеряли все. And then in this assembly, they tried to
disrobe her. Да, и тогда они также положили, вот ее на кон поставили. And so one of the princes, took her sari, was pulling off. Да, и когда они проиграли, то один из принцев противоположной стороны, он схватил ее за сари и потянул. So this is a great offense. Это великое оскорбление. And this is like very dishonorable. To do this to someone is a great very disrespectful, most disrespectful. На самом деле это одно из самых сильных таких It's a very оскорблений, которые можно причинить and it's женщине. a very great offense also. Это великое оскорбление. So she was asking husbands, you have to save me. И она обратилась к своим мужьям, моих супругов. But they could not do Спасите anything меня. because now she was no longer their property. They Они lost ничего in the не могли gambling сделать, competition. поскольку у них не было больше собственности, они проиграли все, включая ее. So then she started to pray И тогда она стала to the Lord. молиться Господу. And she said, my Lord, and she was trying holding the sari. Lord, please help me. Она Please help держалась me. за свою сари и кричала: «О мой Господь, спаси меня!» He was too strong. And А тот был she was just очень being сильный, pulled like a он doll. тянул, She was он moving here, тянул. falling Да, over. и она, и она. So then she says, oh, okay, I cannot. So with one hand she surrendered. И Oh она Lord, подняла Lord, одну please help me, руку, please но help me. другой рукой держалась за сари и продолжала молить Господа и звать его. But no, nothing. Ничего не помогало. But then she says, okay, I have no strength. И I тогда have no она power. сказала, что у меня все, у меня нет больше силы. Нет. Remember I told you before, surrender. И она вспомнила о предании. So then she said, okay, Freddy, I'll let go. Okay, И тогда Lord, она you do сказала: what you «Да, я want. все отпускаю. Делайте со мной, You что want to make this хотите. happen? И если ты хочешь, чтобы You это want to случилось, dishonor me? Okay, dishonor да, me. если ты хочешь, чтобы эти I surrender to you. мною, я предаюсь тебе. I am yours. Я You твоя. do what you want. Делай то, что I love хочешь you. со мной. Я люблю тебя. I forgive you also. Like I am И я yours. прощаю So тебя. then at this moment, the Lord manifested as this cloth. И в этот момент Господь, Он And проявился, he was как pulling ее and pulling and pulling. бесконечная And the cloth сари. was coming. И тот тянул. Because the Lord came incarnated as this cloth. Пришел как инкарнация ее одежды. The Lord became the cloth of the lady. Да, то есть Господь явился как одежда Just этой pulling. леди. So the Lord is everywhere and in everything. Господь это, Он In везде, every atom. Он все, в каждом атоме. He's also within our heart and И Он everywhere. также внутри нашего сердца. So there is nothing that is not the Lord. Нет ничего, что не было бы Господом. I'm the light of the sun. Я свет солнца, I'm the sound in the ether. и я звук в эфире, I'm the ability in the man. и я способность человека. I am the strength of the strong. И я сила сильных, I am the syllable Om. и я слог Ом. So everything is the Lord. I am the Всё earth, есть I am the Господь. water, I am the Я fire, I am the земля, sky, вода, I am the огонь, space. да, пространство, So that, эфир. to become sorry, he, Сейчас is я стал difficulty? сари. Разве это so he было became сложно? sorry Да. and pulling. And И then он так he тянул. realized, oh, this is something spectacular, and he kind of realized, oh, И тогда он не I- мог I- просто and понять. immediately this offense came inside of him. И тогда он не мог понять, как это вообще возможно, вот это бесконечное сари, и в конце концов вот это оскорбление, оно проявилось в нем. So when you make offense, Когда вы совершаете оскорбление, immediately in your heart is like a dark cloud coming. это мгновенно, как бы в ваше сердце как бы приходит такое темное облако. So actually when we do things wrong, we're only really hurting ourselves mostly. На самом деле, когда мы делаем что-то не то, мы причиняем вред прежде всего So when себе he was самим. making this offense, then this darkness came over him. Да, то есть та темнота приходит в And then ответ he на went наше and he went to оскорбление. sit Когда down мы and he делаем realized, что-то. oh, now all of this inauspiciousness is around him. Да, и мы можем почувствовать, как вот это неблагоприятное просто, оно вокруг нас. And then at this time he was also cursed also. He became cursed. Да, и вот таким образом действовало также проклятие. And that because of this offense he would be destroyed himself. Да, и вот эти проклятия, эти оскорбления
проявления, они могут разрушить And все then в later нашей on, жизни. he was destroyed also. Да, и позже все это проявится. So, in a very vicious way. Самым таким не очень простым вот путем. So actually, when you hurt another person, you're not hurting them. То есть, когда мы пытаемся принести вред другому человеку, на самом деле мы не его. We're really only creating bad luck for ourselves. Мы просто создаем вокруг себя неудачу, так скажем, которая проявится. So then why is anything bad happening to me then? Why is this bad things happening to me? Да, I didn't do anything wrong. иногда мы просто не понимаем, почему что-то плохое происходит с нами в какой-то момент. I am innocent. Да, я невинен, по сути. I didn't do anything. Ничего плохого не сделал. But actually, this material world is very precise. Но этот материальный мир, он настолько точен. Down to the specific atom is very precise. Everything is perfectly precise. Все здесь вот совершенным образом, все очень точно, да, по своим законам. Nothing can happen to you unless it was meant to happen to you. То есть ничего из происходящего с вами не могло случиться вот просто так. То, что не было бы заслужено. Без причины. And within whatever is happening to you, within this situation, there is some very important lesson to be learned. Да, но и в то же время то, что происходит с вами, это очень ценно, да, для осознания. Вот, то есть мы должны извлечь, да, какой-то смысл, урок из происходящего. And also sometimes what is happening is a result of our own karma. Да, но чаще всего происходящее является результатом предыдущей нашей кармы. So my Gurudev sometimes will tell the story. Шрила Гурудев рассказывал такую историю. So one time, one lady, she was out collecting wood with her son, a very young boy. Wood for the fire. И вот одна женщина, она как-то собирала дерево для... So as they were collecting the wood, and as they were collecting wood, one snake came from the bush. Да, Black snake. Из куста проявилась черная змея, And he bit the son. и она укусила Died. сына, и сын умер. So then she was weeping, oh, Она плакала. my son Она is плакала, gone. о, son мой is gone. сын. So then one hunter, he was there. И проходил мимо охотник, So he saw what happened and he caught the snake. и он схватил змею. So then he came to the woman, he said, I have caught the snake, now I will kill the snake И когда for you. он сказал, что я поймал эту змею, я убью ее. So she said, no, don't kill the snake. My son is already dead. If you kill the snake, will this bring my son back to life? И она сказала, что нет, надо убивать ее. Мой сын уже мертв. Скажи, если ты убьешь, это оживит моего сына. No, if I kill the snake, this won't bring my son back to life. Нет, если ты убьешь ее, мой сын не возвратится к жизни. So I will kill the snake. Yeah. Он говорит, и все равно я могу убить ее. Then the snake started to speak. И тогда змея начала говорить. So the snake said to the hunter, no, I did not kill this boy. Она ответила охотнику, на самом деле я не убивала этого мальчика. Because what do you mean you did not kill this boy? И что означают твои No, слова, да, что ты не убивала его? This is just the influence of time. I'm just Это like instrument for это this всего time. лишь влияние времени, а я всего лишь инструмент в руках Господа. So in the same way, many things will happen to us. Подобным образом многие вещи происходят с нами. Good things will happen to Хорошие us. вещи, Bad things will happen to плохие. us. But this is not anyone doing. This is only the influence of time. Но это не кто-либо делает, это всего лишь влияние времени. And actually because of our own actions, И все это из-за наших предыдущих действий, Before. предыдущих выборов. so in another life, this boy also did something to the snake. Да, возможно, in в the прошлой previous жизни, life. да, в прошлой жизни этот мальчик тоже совершил нечто So now it подобное. was just time was coming around. So as you sow the seed, you will reap the fruits. Да, когда мы сажаем семечко, оно дает плод. So if you plant the apple seed, you will get apple tree. Да, то есть если мы You plant посадим grape дерево tree, you'll над get яблоней, оно grapes. даст
you даст mangoes, яблоки, you will get там, mangoes. виноград, значит, семечко винограда, So значит, whatever даст seed you're виноград, planting, you will get the манго, fruits. манго. То есть мы сажаем, и мы получаем плоды. So everything that's happening to us, this is just the seeds that we have planted И earlier все, что before. происходит с нами, это те семена, которые мы посадили прежде. So if your life is full of happiness and joy, И если наша жизнь исполнена радости и because you're счастья, planting the seed of это happiness только and от joy того, что вы wherever you посадили go. ранее вот эти семена, которые сейчас You're взросли. planting the seeds of peace, Вы love, harmony, сажали wherever you go. семена мира, да, любви, And then what will you see? И вот сейчас вы You'll see видите, peace, love, harmony, wherever you да, go. любовь, гармонию, мир. But if in your garden Но если в вашем саду you are planting poison, вы you're посадили семечко planting, яда, some other seeds of, или другие poisonous подобные trees, семена, seed of anger, seed of hatred, seed деревья, of revenge, seed of all these, you're planting all these different так, seeds in your гнев, garden. то есть вот такие семена. And then when you go into your garden, you'll be saying, why is everything horrible? Why is И so вы much думаете, poison is here? почему такие ядовитые растения дали всходы в You, моем саду? you planted this seed? Но вы посадили эти Like, семена. why are you blaming other people? Вы почему вините других You людей? planted the seed. Вы посадили это сами. And also not only planting the seed, also watering, А вы не только посадили, вы также watering, everyday поливали. watering, Каждый watering, день watering, поливали эти семена. watering hatred, watering anger, Поливали watering. так гневом, поливали ненавистью. And then we wonder why all these things are in my life. А потом вы думаете, почему эти вещи You так появились в моей жизни? Only you planted it. Только потому, что мы How can you посадили blame сами. anyone? Кого винить в этом? So anything happening to us, we So should to- know, I planted the seed. Все, что происходит с нами, мы должны понимать, я посадил это. I planted, and mostly we're planting good and bad seeds, mostly. Да, чаще всего мы Sometimes we're сажаем planting и some те, good, и те, и те. sometimes some bad. Иногда хорошие, иногда плохие. Sometimes we're saying something to hurt someone. Иногда мы говорим то, что кого-то может обидеть. Then we know that this seed will again fructify and also come back and bite you. И мы знаем, что это семя, оно зайдет и укусит нас в свой час. And then sometimes we're helping others, we're serving, we're А иногда мы making кому-то positive contribution. помогаем, да, и делаем We're какой-то planting the очень seed. позитивный вклад. We're helping others, Да, we're service, мы служим, we're помогаем, kind, we're проявляем honest, доброту, we're trying to helping. честность. Да, пытаемся We're planting помочь. these seeds. Мы сажаем подобного рода семена, Then the seeds will also и эти семена grow дают into свои this tree. всходы, And you'll have a и beautiful превращаются в деревья и прекрасный And сад. everyone will be looking and say, oh, it's such a beautiful garden he has, И мы beautiful думаем, какой house, прекрасный beautiful сад, garden. какой прекрасный сад вырос. But you can also destroy your garden also. Но вы также можете разрушить свой сад. So if you have a beautiful garden, you may have a beautiful life. Your life is like a garden. Да, вот, допустим, ваша жизнь, она подобна этому прекрасному саду. So you can also ruin your garden also. Но вы можете разрушить все. So like you may have created a beautiful garden in this life for yourself, but if you keep planting negative, hatred, hurting people, all these different things, then this beautiful garden you had will become now not a nice garden. Да, то есть если вот даже этот прекрасный сад, и вы будете сажать туда неблагоприятные семена, то и этот сад, он придет в упадок. So there's always a competition Это всегда вот такого рода соревнования between three things. между тремя вещами. So sattva-gun, rajagun, tamagun. Саттва гуна, раджа гуна и тама гуна. So when we do tamagun activity, Да, it's когда мы creating a very like a действуем desert. на уровне тама гуны, то Tamagun means ignorant actions. тама гуна означает действие в гуне невежества. Your words Наши can be слова three kinds. могут быть как бы трех видов. Words in ignorance, words in passion, words in goodness. Это слова в невежестве, в гуне невежества, страсти и благости. Words in ignorance are offensive, abusive, В гуне невежества hurtful, это оскорбление, painful, когда мы обижаем, приносим боль, dishonest. когда мы проявляем нечестность. They cause difficulty and pain for others. Да, то есть те слова, которые создают сложности. This is words in ignorance. Это вот This is слова planting в гуне seeds невежества. of ignorance. И мы таким образом сажаем. Your words can be in passion.
И слова в гуне страсти. You're talking about your own selfishness, your own enjoyment, but not hurting other people. Когда мы говорим о собственном удовольствии, вот, о какой-то такой собственной радости, это, может быть, не приносит вреда людям. Or your words can be in goodness also. Но ваши слова могут быть также в гуне благости. You're talking about the truth of life. Вы можете говорить о истине, You're да, speaking о kind правде words жизни. that uplift people, to help people. Вы можете говорить, да, слова, которые могут поддержать людей, You're speaking да, принести им kind and помощь. sweet things. Да, очень добрые, This is сладкие words in вещи. goodness. Вот это в гуне благости. And then there's words from pure goodness also, from spiritual world. Но есть слова, которые чистая благость, которая приходит из духовного This is the мира. word of God coming into the world. Это слова Господа, которые не сходят из духовного мира. This is transforming the garden into a spiritual world. Это то, что трансформирует вот этот сад и превращает его в духовный мир. And then no longer you'll have a material garden. И вы уже прекращаете свое пребывание в материальном саду. Then your garden will be pure love and joy and happiness eternally. Ваш сад, он становится вот этой чистой любовью, вот этой чистой радостью. So your words of three kinds. То есть ваши Your слова actions of three kinds. и слова в трех гунах Your материальной food, природы, the food и you ваши eat, also действия, of three kinds. и ту пищу, которую вы принимаете, она также в трех гунах. So for example, материальной. if you're eating meat, Если вы едите they мясо, have to cause pain and suffering to animals. то есть вы делите вот эти They проклятия, have to kill the animal. которые не спосылают те животные, которые, когда их убивают, And the animal is suffering great pain. потому что животные, они And ощущают so much fear the сильнейшую animal is боль, experiencing. столько страха. So then when you eat this animal, all of this karma is coming inside of you. Мы съедаем All of эту this плоть, fear is вот, coming и inside вся like a dark cloud. их карма, их страх, да, перед смертью, это все входит в нас. This is food in ignorance. И это пища в And then there's невежестве, в food, гуне невежества. food in passion also. Food И in есть passion. также пища в гуне страсти. It's very spicy, hot, pungent, Это very, очень такая- very powerful and strong. Да, такая, много специй, такая острая. And when you eat it, Мы съедаем ее, your senses are becoming wild. и наши чувства становятся дикими просто, And your безудержными. kid is running here and there. Да, и мы думаем, сейчас мы переделаем все на And also, свете. mind is spinning. Да, и ум начинает просто And then there's food in goodness. вращаться. Food И in есть goodness. пища в гуне благости. Like fruits, Это фрукты, vegetables, овощи, all of the beautiful gifts the Lord has given to us. прекрасные подарки, дары And Господа. all of these foods, they're so delicious and juicy and tasty. И она настолько сочна, настолько вкусна. And there's no pain И, involved. да, и в ней нет боли There's мира. no suffering involved. И в ней нет страданий мира. And this is food in the goodness. И это пища в гуне благости. And then there's also food from transcendental also. Но есть также пища, которая трансцендентна по своей природе. So what is this food? Да, что это за пища? This food is food which has been blessed by the Lord. Это пища, благословленная Господом. Food in goodness, which has been offered with pure devotion from your heart to the Lord in great gratitude. Да, то есть это та пища, которая относится к гуне благости и которая с любовной преданностью и благодарностью предложена Господу. So when you look at the fruit and you think, Когда вы смотрите на фрукт, вы how думаете, wonderful this gift. насколько The Lord has provided насколько же this прекрасен beautiful, delicious fruits подарок, этот дар and Господа. vegetables and nuts and so many milks and so many beautiful. Да, и Oh my Lord, you're so kind. как You are my maintainer. You are my protector. You are so kind to me. Да, и мы смотрим на эти плоды, на эти овощи, на эти фрукты. И мы думаем, Боже мой, насколько же ты добр, Господь, что ты все это даровал And нам. this mood of your heart is overflowing with a gratitude. И наше сердце переполнено благодарностью. And then in this mood you're offering to the Lord. И в этом настроении благодарности Господу. Then the Lord is embracing, accepting. И Господь принимает, Он обнимает. God embraces. Yeah, God is embracing this food. And He's taking this as
most delicious thing. Да, и Господь, Он как бы обнимает, Он принимает эту пищу, и она становится совершенно He's изумительной. not eating the food. Он на самом деле не кушает, He's как eating таковой. your mood, Пищу. your heart. Он принимает наше настроение, Your- наше сердце, your love, наши эмоции, нашу your любовь, prema. нашу прему. And the Lord is saying, I want more of this. Give И me more. Господь говорит, дай мне еще, я хочу еще этого. This is the only thing we can give the Lord. Это все, что мы можем дать Господу. Everything in existence already belongs to it, the Потому Lord. что все, что What can you существует, уже принадлежит Ему. Что мы можем дать? But only thing He doesn't have is our love. Ничего, кроме нашей So любви. when we offer this fruit with gratitude, remembering, oh my Lord, are you giving to me? You love me so much. И когда мы предлагаем Господу этот фрукт с любовью и преданностью, Everything you see как around же ты you, любишь меня, потому что ты дорогой. everything we see around us, this is Всё, что the мы видим Lord's вокруг. love for us. Это все любовь Господа к нам. The clothes you're wearing on your body, И та одежда, которая the, на you know, нас, the sun, the light of the sun, и свет солнца, the roof over your head, и крыша над головой, everything around you is a manifestation of the Lord's love for и us. все вокруг есть проявление любви Господа к нам. When you love someone, what do you do? When you love somebody, what do you do? Да, вот когда вы любите кого-то, что вы делаете? Его адрес. If a boy loves you, what will he Если do? юноша любит вас, что он делает? Ответить ему If a boy is loving you, Если above loves you, a boy loves you, юноша любит he's attracted to you, what will he give to you? I will reply him that and confess that I love him too. No, I know, but what will he Вопрос give to другой. you? What вопрос, will he bring to you? да, What will he give to если you? юноша любит вас, что, как он проявляет Цветы себя дарит. по отношению к вам? He'll bring you flowers. Yeah. What? Takes care. He will take care of you. Девушки сидят, цветы дают, все. He'll give you flowers. Да, дарит цветы. He'll give you chocolates, Да, sweets. дает шоколад. He will feed you. Да, он кормит He'll make вас. sure you're safe. Да, He'll и protect you. да, он Everything. защищает He will вас. speak kind words. И такие добрые слова, сладкие говорит вам. But who is doing all of this? Who is protecting you? Но на самом Who деле, is кто supplying all of кто your поддерживает ingredients вас? for your life? кто защищает и кто доставляет вам все эти ингредиенты, Who is giving you the air to breathe? кто дает вам возможность дышать, Who is giving you the rivers to swim? и кто дает вам водоемы речные, да, в которых вы можете When you go плавать. into nature, you will see God. То есть, когда вы выходите на природу, Everywhere вы you же see God in можете nature. видеть When you look at Господа. the flowers, you will see this is my Lord Вы here. видите цветок, This вы river, this is понимаете, my что Lord. это Господь. This sun, this is my Lord. The moon, Река – это Господь. the beautiful Солнце, луна. breeze in the air И in, вот in the night, этот прекрасный бриз, да, With the- ветерочек. with the fragrant Вечером. flowers carried by the Благоухание breeze, цветов, да, во время вот этого бриса. and the honey легкого. is dripping from the trees, Или как, and the birds singing. да, этот, господи, The honey. мед, да, стекает с дерева, или пение птиц. And this is the Lord's love. Это проявление любви Господа. But we have ruined it. We have ruined it. Но мы разрушаем And это. our greed, our anger, Нашей жадностью, the нашим seeds гневом of poison we are planting. мы сажаем ядовитые We have семена. made this beautiful garden of the Lord like hell. Мы вот этот прекрасный сад Господа превращаем в ад. There's enough supply for everyone. На самом деле здесь всего достаточно. There's для enough всех, land для for каждого. everybody. There is enough land for everyone. Да, достаточно There's enough земли food для for каждого, everyone. пищи для There's каждого, enough fruits сполна. for everyone. Да, плодов, фруктов, да, Every- достаточно The для Lord каждого. there is so much abundance, enough for everyone. Он настолько изобильный, Господь. The Он дал нам universe всё. is filled with abundance. Да, и само мироздание, оно изобильно по своей природе. So this is real love. И это The действительно Lord's love is та in самая everything. любовь. Любовь Господа, она повсюду. Because the Lord is only pure love. Потому что Господь это и есть чистая любовь. So when we reciprocate and when we remember and we try to connect to the Lord, this is the most
pleasing thing for the Lord. И тогда, когда мы вспоминаем о Господе и пытаемся войти в отношения с Ним, это то самое ценное So, для Господа. It begins То, with чего ждет от нас. it begins with this mood of appreciation and gratitude. И все начинается вот с этого чувства благодарности. Oh my Lord, I'm so grateful. Wow, thank you so much. Я You're так taking care of благодарен me. Тебе, You, Господь. this Ты is, remember we're заботишься talking обо about мне. Sharanagati is your wealth. Если мы вспомним о Шаранагати как о нашем сокровище, So Sharanagati means surrender. Шаранагати означает предание. So surrender means you are my maintainer. Шаранагати означает, предание означает, что ты мой, ты тот, You're кто my поддерживает maintainer. меня, You're my protector. и ты мой защитник. And I surrender to you. Я предаюсь тебе. And this humility, this mood of humble И вот humility, это настроение смирения. Giving оно up your необходимо own нам. ego, Да, чтобы мы забыли в сторону свое эго. and then the Lord is so close to us. Господь рядом с нами, Он так близок. Like I was saying last week, I think, I mentioned last week, Да, я говорила об этом на that прошлой you неделе. have your DNA, У вас есть ДНК. yeah? You have your DNA. У вас есть ДНК. So if you, with your DNA you can see who is your father, who is your mother, И вы What is с your помощью line of- этого ДНК можете where did I come определить, from? кто ваш отец, кто мать. yeah? So if you look within your DNA, Но если вы посмотрите на you'll see свое that ДНК, God is actually your DNA. He's within your DNA. вы поймете, что у Господа такой же ДНК. So whenever you meet God face to face, you say, "Are you my father?" И когда мы увидим Господа вот так, лицом к лицу, You встретимся say, с Ним, "I don't мы know." поймем, что Он наш Okay, Отец. let's do a DNA test. Да, и тогда это, ну что, It takes можно your проверить, DNA. да, сделать тест на ДНК. We take my DNA, we'll test it, see if we're related to each other. Да, и вот этот тест на ДНК, да, ДНК Господа и мой, So они then you совпадут. take this DNA and they say, and then when they bring it back, they say, "Oh yeah, yes, you're related. Here's your father." Да, и когда мы получим результат, то скажут, да, это твой отец, они совпадают, да, Every part of us is him. потому что каждая частичка наша, она от Него. Every single cell, every single part of us, every Каждая single, клеточка, even our soul is him. даже наша душа, она от Него, она часть Его. There's no disconnection ever. Нет, и никогда не было как вот этой несвязности, то есть мы всегда связаны с Ним. The only disconnection is thinking we're disconnected. Да, единственное, что не позволяет нам обрести эту связь, это наши мысли, да, что у нас нет с Ним And отношений. that's called ignorance. И это означает невежество. And ignorance is the original sin. И это изначальный грех, невежество. Because Это from this изначальный грех. ignorance, everything else goes the wrong direction. Потому что когда мы в невежестве, мы идем в неправильном направлении. Like in the Bible, Как в Библии. you know, there's a story of the forgetful son. Это как вот о заблудшем сыне, да? He Вот притча из he Библии. forgets who his father is. Да, он забыл своего He gets отца. lost in another land. Да, и он потерял земли. And his father is very great, А его отец very был kind, very loving, великим. Да, он very был, wealthy also. он был добрым, любящим. But he lost his mind. У него было много And he's wandering like a beggar, Но он потерял свой сын, потерял свой ум. Он like an стал orphan. подобным вот, No friends, no да, food, no place to stay, у него не было ни And друзей, he's wandering ни from места, place где to place, ночевать. Он ходил like a от lost места к месту, просто person. совершенно как потерянный. Then one day, one man saw the son. He said, "I know who you are." И однажды один человек встретил этого сына, Said, да, и сказал, я знаю, кто ты. "You know who you are?" Said, "No, I Ты don't know who I знаешь, am." кто ты? А он говорит, я и не знаю, кто Said, ты. "Oh, you're the son of this great man. Но ты He's very сын kind. того великого He's very человека, той wealthy. великой личности, который настолько He's великодушен, very loving. настолько богат, Now настолько щедр, now настолько любящий. he's weeping. He's crying. Он плачет, He's плачет. lost his son. Он потерял своего He's сына. wondering, "Where is my son? Where's my?" Every day he's Он crying, "Where's плачет, my где мой son?" сын? Где мой сын? Where is Каждый he? день плачет.
I'm тебе. missing my son, where is he? Я потерял своего сына. But you're here. Why are you here? Так почему ты здесь? I don't know. Я не знаю. I don't know anything. I Я lost my ничего- memory. Я потерял свою память, я ничего не He says, знаю. oh, I will take you. Я возьму тебя. Okay, and Я he took приведу him. тебя. And then he took him to the father. И он взял его к And отцу. they reunited. И они вновь воссоединились. And then the father embraced and Yeah, with all of it's- his love. Обнял с And then любовью. the boy again remembered, oh, yes, I am. И Oh, you're my father. И Oh. юноша вновь And they were вспомнил, weeping что together это and отец, so и happy они to be плакали reconnected вместе. together. И они снова воссоединились. So this is like us. Это подобно. We are like orphans. Мы на самом деле как сироты. We're wandering in this world. We've forgotten who we are. Мы забыли, We're мы trying пришли в to этот мир, find забыли, кто мы есть. Shelter. Мы пытаемся найти прибежище, We're trying to find protection. защиту But пытаемся we're not найти. getting any protection. Но мы не знаем, где она, мы не можем найти We're trying свою to find, защиту. oh, can you help me? Can you help me? But we're not able Ищем to того, get real кто help. мог бы помочь нам, но мы не можем обрести истинную помощь. But then someone will come, then the spiritual master comes and says, hey, I know you. Но когда духовный учитель приходит, он говорит: я знаю тебя. Oh, you know me. Ты знаешь меня? Yeah, I know you. Да, я знаю You are тебя. you are part and parcel of the Lord. Да, ты частичка Господа. You're His eternal Ты вечный. loving relationship you have with Him. И у тебя вечные любящие отношения с He is ним. weeping now for you. Он плачет по тебе. His heart is overflowed with compassion, waiting for you to. И его сердце Come back переполнено home. вот этим состраданием и ожиданием тебя. You Там, you дома. remember? Ты помнишь? I don't remember. А, нет, я не помню. Okay. You. Let me give you some medicine. I will help you to Хорошо. come back to your father. I will take you by the Дать hand. тебе лекарство. And so then the spiritual Я master веду takes тебя. you by the hand, Держись за and he руку. takes the Lord, and he again puts you back in the hand of the Lord. И духовный учитель протягивает руку. And then once you have your hand in the Lord, then this relationship can never be broken again. И когда духовный учитель возьмет вас за руку, да, он никогда не отпустит. And then moment by moment, day by И day, мгновение за this мгновением, relationship is день becoming stronger, за днем вы будете sweeter, становиться, deeper. ваши отношения будут становиться And this более is сладкими, only a более relationship глубокими. of love. И это вот отношения любви. There is no tension here. И там не будет уже There is no напряжения. judgment. И в этих отношениях нет места суду, There is only acceptance, love, and только kindness in this принятие, relationship. любовь. And this is eternal. И эти отношения вечные. And so that's why spiritual master is so important. Вот Because почему spiritual духовный master is учитель taking your настолько hand, важен. again. Когда он берет нас за руку, making this relationship again. да, он восстанавливает наши утраченные взаимоотношения And then с you Господом. realize, oh, И мы понимаем, all of these things I was looking for here in this и мы world, понимаем, что все те вещи, которые я искал в этом мире, this is not important. они настолько незначительны. My only relationship with you, this is only important. Единственное, что важно, это мои отношения с If I тобой. have you, I have everything. Если я обрету тебя, я обрету все. And if I don't have you, I don't have nothing. И если у меня нет тебя, то я нищий. This is so, yeah. This is answer to your question. Я попытался ответить на ваш вопрос. Thank you very much. Yeah. Спасибо. Спасибо. Please forgive me that I told everything. No, my I'm situation. very happy. This is your Forgive me. I was going to say to you that thank you for opening your heart and sharing these за то, things. что я рассказала вот эту ситуацию при всех. Брадж говорит, что спасибо, что он очень благодарен, что вы раскрыли свое сердце, поделились. It's very good that you're able to open and Thank you share. for your Thank you. Да, это так замечательно, когда вы просто можете открываться. The Lord never ever judges you. Господь никогда не судит вас. The Lord has only pure, eternal, never-ending love. Господь – это вечная, чистая, никогда не прекращающаяся любовь. The Lord is never, only the Lord is trying to sometimes guide you in the right direction. Господь просто пытается порой вести вас в верном направлении. So, because we are planting the seed. Потому что, допустим, мы посадили, сажаем Who's семя. planting the seed?
Who is planting the seed? Кто сажает You. семя? Мы. Who's planting? So the Lord is saying, no, don't plant this seed, please. А Господь говорит, пожалуйста, не I сажай don't это want you to семя. be hurt. Я не хочу, чтобы потом тебе было плохо. And even he's saying, and you can also plant nice seeds, good seeds also. Вы также можете посадить хорошее семя. But then the Lord is saying, also don't plant this seed also. Но Господь может сказать и это семя. I don't Не want you сажай. to have a nice garden. Я вообще не I хотела don't want бы. you to have a bad garden. Я не хотела бы, чтобы ты имел хороший или плохой сад здесь. You come and live in my garden. Пожалуйста, приди и живи в моем саду. You come and live in my beautiful. My garden is more beautiful than your Потому garden. что мой In сад my garden, намного you'll see прекраснее, чем твой Something so special. сад. Мой сад настолько особенный. This is the spiritual garden. Это духовный This is сад. our true home. Это наш истинный дом. And the Lord has a place for us in the garden. И Господь приготовил нам местечко And He's в waiting. этом саду. И Он ждет. And He's calling. И Он зовет. And He's sending His И Он people. You tell посылает. people about my garden. Посылает людей, You tell people about my да, garden. которые могут рассказать о Его саде. You go and collect those people and you И tell them Он about просит my людей, garden here. собери их. Not to Приведи stay in мой. this garden. Да, не оставляй их Because со this своими garden садами. is like a fool's paradise. Потому что на самом деле это как рай для глупцов. Like you're renting a house for summer holiday. Это как вот вы, например, арендуете какое-то Like местечко sometimes in the summertime, на отдых, да? you will go and rent your house in the village for Например, summer вы можете holiday by the снять- river with the trees. Снять какой-нибудь домик у реки с цветами на какое-то время. And then so you go to this summer house, and it's not your Или house. вот летний домик. Но это не And then you're digging the garden, А вы там planting, представляете, making it приходите и nice, начинаете там копать, spending all this time, там, energy, money. преобразовывать, вкладывать деньги туда. And then the owner comes and says, "What are you doing?" А потом приходит владелец и говорит, So I'm чем making ты nice здесь garden. занимаешься? Вот это такой Oh. красивый сад, я Thank здесь. you, nice. А, да, спасибо. Okay, Неплохо. bye, goodbye. No. Now you go. Пока. Пора, тебе пора. No, wait. No, go, Ну, go. подожди. It's my garden, Это мой not your сад, garden. не твой, да. So in this world, we're making all these arrangements to И make вот в a этом nice мире garden. мы пытаемся что-то обустроить. When we get to a certain age of life, Но когда проходит определенный отрезок времени, the time will tell, и время говорит нам, okay, now it's time to leave. скажет, что And then пришло время оставить The все. soul will come out of the И body, душа выходит из тела, and the soul will stay in the ether for some time. сначала где-то в пространстве будет And then находиться, в эфире. Different guardians and angels, they will do a life review for you. Да, и она увидит все, что So when you leave the было в body, ее жизни. you will meet people, Когда вы оставите тело, вы встретите special beings. They will come, да, to you. каких-то and особенных you'll таких see, oh, существ, которые these are very встретят вас. special divine beings. They are very special divine beings, Это, да, могут быть очень совершенно and особенные you'll feel so божественные much love существа. coming from them also. Да, и так много любви. And будет but they will do a исходить life review for you. И, They will review your life. да, и они покажут вам вашу жизнь. They will take every moment and every action of your life. They will look at it, and you will Да, look together. и вы встретитесь, вы будете вынуждены, да, Yes, piece by piece, you'll be looking. Oh, увидеть I remember this, каждый yes. момент вашей жизни. I remember when I spoke these hard words to this person. Здесь я Oh, look how much сказала pain. очень They're feeling жесткие so much слова pain by кому-то. my words. Oh, Да, I'm и, feeling bad for this. да, и вы And почувствуете, then что another action. человек так Oh, this is when I helped this man, пострадал от меня. and I fed him, and I gave him some food, А здесь я помог человеку, я дал and he ему. was so grateful. Oh, I feel what he's И feeling. я буду чувствовать то, что чувствует он. Piece by То piece, чувство moment благодарности, by которое он moment, испытывал. your от whole моей life will помощи be я буду reviewed. чувствовать. То есть вот так мгновение за мгновением в нашей жизни, да, все пройдет перед нашим взором. And then after the life review, then there will После be обзора нашей жизни, decisions will be made, да, будет вынесено решение okay, about your next destination. по поводу Where нашего will you go? дальнейшего назначения. Will you go into
another human form of life? Да, перейдем ли мы в другую форму человеческой Will you go into animal жизни, form of life? или в другую Will you форму go higher жизни, planetary на system? более lower высокие planetary планеты system, или на низкие планеты, Or will you go beyond? или мы выйдем вообще за пределы этой материальной вселенной. So, and then again, same story. So Да. already we've done this many, we've already had unlimited lifetimes like this already. На самом деле мы уже бесчисленное количество раз, да, побывали здесь, прощаемся в этом But круговороте. in one lifetime, this human lifetime, this lifetime you're in now is very important. Да, и вот эта человеческая форма жизни, она очень важна. You are very lucky because in Мы this очень lifetime, удачливы, потому что вот мы сейчас в человеческом теле в этой as a жизни. human being, Да, потому что we can establish our relationship with что the Lord. именно вот в нашем положении, да, в человеческом теле, мы можем попытаться обрести And отношения с then when you Господом. die, then he will take you straight to this Когда special мы- garden. И когда мы уйдем, Господь No забирает life нас в этот review also особый required. сад. No life review. Life review not required also. Да, и тогда Immediately you'll go уже, there. не потребуется вот этот просмотр, да, нашей жизни And then с Отцом. you'll find your eternal happiness. И вы обретете вечное счастье. But don't wait to go there for the relationship. Don't wait to build a relationship to go there. Don't Но- wait till the end of life. Да, но не ждите завершения жизни, чтобы обрести отношения с Господом. You start now Начните прямо сейчас. with one simple thing, Одна простая вещь with this gratitude, с благодарностью. this thankfulness. Every time you eat, Каждый раз, когда вы you remember, принимаете пищу, my Lord, you're помните, giving all these Господь tasty, дал все это. delicious, you're protecting Да. me. When you look at the Все sun, эти вкусы, you should think, oh, the Lord is когда вы providing the видите, sun and the когда вы видите water солнце, and вы the air and the понимаете, earth and что everything. за всем стоит Господь. And Вода, remember ветер, that свет, He is солнце, everywhere. луны. Он везде. But this is His universal form. И Он также имеет вселенскую форму. But He also has a other very close form to you. Но для нас, да, Он также имеет очень And that is близкую called форму. Paramatma. Это называется параматма. The Paramatma is the Lord in your heart. И параматма – это Господь в сердце. And you can remember, He's very close to you. Он очень близок к вам. Поэтому- And He's speaking to you also. И Он разговаривает Every с вами moment. каждое мгновение. But we have to be quiet Но вы должны and успокоиться surrendered и предаться, and humble. и стать смиренными. And then you'll be able to hear His words for you. He'll guide you, Да, direct you. и тогда Он возьмет руководство в свои руки за вашу жизнь. So that is today's class.